В офисе компании «Строймик» пахло дешевым растворимым кофе, пылью и безысходностью. Аня сидела на шатком стуле перед старым монитором и смотрела на свое отражение в темном экране. Красивая, ухоженная женщина 35 лет в дорогом костюме, который здесь смотрелся как бальное платье на скотобойне. «Ну что, Анна, решай», — прохрипел директор, грузный мужчина с бегающими глазками. «В продажах у тебя не идет, сама видишь, наши волки своего не отдадут, а в бухгалтерии место освободилось. Оклад копеечный, зато стабильный. Ипотеку твою хоть как-то покроет». Аня сглотнула подступивший ком в горле. Еще полгода назад она управляла поставками для небоскребов, а сегодня ей предлагают сводить дебет с кредитом в фирме, которую в приличном обществе называют «Шараш-монтаж». Она кивнула. «Я согласна». Как она, королева логистики, оказалась на этом дне? 2 года назад. Золотое время. Еще в 2011-м жизнь Ани была похожа на глянцевую картинку. Она работала в Гранд-снабжении, титане строительного рынка. 15 лет, целая жизнь. Она пришла туда девчонкой, когда у фирмы был один склад и пара газелей, и росла вместе с бизнесом. Теперь это была империя. Собственные железнодорожные тупики, гигантские склады в каждом крупном городе, армия фур. Аня была не просто менеджером, она была легендой отдела VIP-клиентов. Строители уважали ее больше, чем собственных прорабов. «Звони Ане», — говорили на площадках от Москвы до Владивостока, когда горели сроки. «Она достанет арматуру хоть из-под земли». Коллектив был семьей. Зарплата позволяла жить на широкую ногу. Но Аня, уверенная в завтрашнем дне, вложилась в мечту — огромную квартиру в элитном районе. Ипотека была тяжелой, но подъемной. Гранд-снабжение казалось непотопляемым. Беда пришла, откуда не ждали. Владелец компании, уставший от многолетней войны с конкурентами, продал бизнес. Новые хозяева зашли в офис как захватчики. Это были эффективные менеджеры новой волны, люди в дорогих костюмах, которые стройку видели только из окна своих «Мерседесов». Началась оптимизация. Красивое слово, за которым скрывался хаос. «Зачем нам замораживать деньги в товаре?» — заявил новый коммерческий директор на совещании. «Закрываем региональные склады, будем возить все под заказ клиента, just in time». Аня тогда встала. В зале повисла тишина. «Это ошибка», — твердо сказала она. «Стройка — это живой организм. Если у клиента встал кран из-за нехватки цемента, он не будет ждать доставку неделю, он уйдет к другим. Наши склады — это наше главное преимущество». Директор посмотрел на нее, как на пустое место. «Мы здесь, чтобы зарабатывать, а не хранить бетонную пыль, Анна. Если вам не нравится новая стратегия, дверь там, незаменимых людей нет». Ее уволили не сразу. Ее выживали, урезали бонусы, отменили корпоративную этику, превратили работу в нервный ад. Клиенты звонили и кричали в трубку, требуя товара, которого теперь не было в наличии. Аня, привыкшая держать слово, сгорала от стыда за компанию. В один день она просто положила заявление на стол. 2013 год. Рынок лихорадило. Аня была уверена, с ее опытом она найдет работу за неделю. Но реальность ударила наотмашь. «У вас слишком высокая квалификация, мы не потянем ваши запросы», — говорили в маленьких фирмах. «Нам нужны молодые и дерзкие, а не принципиальные», — намекали в крупных. Финансовая подушка таяла с пугающей скоростью. Банк присылал вежливые, но настойчивые СМС о платеже по ипотеке. Через 4 месяца поисков Аня поняла, выбирать больше не из чего. Так она попала в «Строймик». Это была карикатура на ее прошлую жизнь. Никаких складов, никакой логистики. Обычные перекупщики. Купили здесь, продали туда, накрутили процент. Условия были жесткие. Голый процент с продаж. Никакого оклада. «Клиентов ищи сама, база общая», — рявкнул начальник отдела в первый день. Но общая база была мифом. Старые менеджеры, сидевшие здесь годами, вцепились в немногих живых клиентов мертвой хваткой. Как только Аня находила потенциальный заказ, оказывалось, что с этим клиентом уже работает Вася. Ей просто не давали вздохнуть. Бороться, интриговать, подсиживать коллег ради копеечного заказа — это было ниже ее достоинства. Она привыкла к честному бизнесу. В итоге за месяц она не заработала ни рубля. Ипотечный платеж горел красным пламенем.
И вот она здесь, в тесном кабинете бухгалтерии, среди папок с первичной документацией. «Я приступаю завтра», — тихо сказала Аня, подписывая договор о переводе на должность помощника бухгалтера. Она еще не знала, что этот шаг назад станет ее главным стратегическим маневром. В этой горе скучных цифр и накладных Аня увидит то, что не видели ни эффективные менеджеры, ни жадные продавцы. Она увидит, где на самом деле лежат деньги. Кабинет бухгалтерии оказался тесной каморкой, где воздух был спертым от запаха духов и разогретого пластика. Но самым тяжелым испытанием для Ани стала не теснота, а ее новые соседки. За главным столом, словно на троне, восседала Юля, главный бухгалтер этой богадельни. Юля была из той породы женщин, которые считают себя подарком судьбы для всего человечества, не имея на то ни малейших оснований. Весь рабочий день Юли проходил в телефонных разговорах. Она не просто говорила, она вещала, словно актриса погорелого театра. «Ой, Ленка, ты не представляешь!» — орала она в трубку, вальяжно откинувшись в кресле и крутя на пальцы локон перегидрольных волос. «Он мне вчера такой букет притащил. Ну, я ему сразу сказала, розы — это банально, я люблю лилии. Ну ладно, простила на первый раз». Она хохотала так громко, что у Ани звенело в ушах. При этом Юля вела себя так, будто Ани в кабинете просто не существует. Аня была для нее предметом мебели, бессловным придатком к старому компьютеру. Аня пыталась вникнуть в новую для себя программу. Логика 1С давалась ей, привыкшей к масштабным CRM-системам, с трудом. Ей нужно было просто понять алгоритм проводки специфических накладных этой конторы. «Юль, извини, что отвлекаю», — вежливо начала Аня, дождавшись паузы в бесконечном потоке Юлиной болтовни. «Я тут с возвратом товара не могу разобраться. Какую проводку лучше поставить, чтобы налог не задвоился?» Юля медленно, с наигранной мукой на лице, повернула голову. Она окинула Аню взглядом, полным презрения, словно та спросила, как правильно дышать. «Господи!» — Юля закатила глаза. «Я ж тебе уже говорила, вчера говорила. Ты чем слушаешь?» «Вчера мы говорили про приход, а это возврат», — спокойно парировала Аня, хотя внутри все кипело. «Тут другая специфика». «Ой, все одно и то же», — махнула рукой Юля, снова хватаясь за телефон. «Сама разберись, у меня отчетность горит». И тут же, изменив голос на елейный, защебетала в трубку. «Алло, котик? Да я тут с новенькой вожусь, тугая такая». Ответа Аня так и не получила. Ей приходилось гуглить, читать форумы бухгалтеров, собирать информацию по крупицам. Но это было полбеды. Часто в кабинет именно заплывала подруга Юли, Кристина, жена того самого директора, хозяина фирмы. Кристина была особой кастой. На нее муж оформил ИП Сухарева КВ, через которое фирма прогоняла деньги для разных мутных схем и обналички. Формально Кристина числилась кем-то вроде консультанта, но на деле ее работа заключалась в приходе за зарплатой и сплетнях с Юлей. Обладание печатью собственной фамилией вскружило Кристине голову. Она чувствовала себя настоящей акулой бизнеса. ИП Сухарева, куда деваться, обосраться. Про себя мрачно иронизировала Аня, глядя, как Кристина по-хозяйски усаживается на край Юлиного стола. «Ну что, как там мои миллионы?» — манерно спрашивала Кристина, поправляя дорогую, но безвкусную блузку. «Крутится, Кристиночка, крутится!» — поддакивала Юля. Эти двое нашли друг друга. Две курицы, возомнившие себя орлицами. Когда они были вместе, уровень токсичности в кабинете зашкаливал. Они обсуждали шмотки, мужей, любовников, громко смеялись, обсуждая сотрудников, которые, по их мнению, плохо одеваются или нищеброды. Аню они демонстративно игнорировали. Если Кристина и обращала на нее внимание, то только чтобы сморщить нос. «Юль, отчего у вас так душно? Окно бы открыли, а то дышать нечем». «Да вот Ане дует вечно», — врала Юля, хотя Аня ни разу не просила закрыть окно. Аня молчала. Она сжала зубы так, что сводила скулы. После управления поставками на миллиарды рублей, после уважения серьезных мужчин в касках, сидеть здесь и терпеть пренебрежение от двух пустышек было невыносимо. Ей хотелось встать, высказать им все, швырнуть папку с документами и уйти. Но вечером приходила СМС от банка. Ипотека. Аня делала глубокий вдох. «Терпи», — говорила она себе.
Это временно. Ты умнее, ты сильнее, и ты здесь не просто так. Она продолжала копаться в цифрах. Юля думала, что, не помогая Ане, она ставит ее на место. На самом деле она совершала роковую ошибку. Оставив Аню один на один с документацией, заставив ее саму разбираться в каждой проводке, в каждой накладной, Юля дала ей в руки ключи от всех тайн этой фирмы. Аня начала замечать странности. Нестыковки в отчетах, суммы, уходящие на то самое ИП Сухарева, которые никак не бились с реальными услугами. Юля, уверенная в своей безнаказанности и занятая личной жизнью, даже не подозревала, что тупая новенькая уже начала видеть всю подноготную их успешного бизнеса. Однажды в пятницу, ближе к обеду, кабинет наполнился суетой. Кристина, бизнес-леди с печатью ИП в сумочке, влетела к Юле с горящими глазами. «Юлька, собирайся. Мой сегодня улетел в командировку, кредитку оставил. Едем в торговый центр, там скидки, а потом в ресторан. Отметим конец недели». «Ой, Кристя, бегу!» Юля моментально захлопнула 1С, даже не сохранив документы. «Сейчас только губы подкрашу». Они выпорхнули из кабинета, оставив после себя шлейф приторных духов. На Аню, как обычно, никто даже не посмотрел. «Ты тут посиди, если кто звонить будет, скажи, мы в налоговой», бросила Юля через плечо, и дверь захлопнулась. В офисе наступила оглушительная тишина. Аня медленно выдохнула. Впервые за неделю у нее не болела голова от их визга. Она посмотрела на рабочий стол Юли. Там, среди кучи фантиков и глянцевых журналов, лежал токен — электронная флешка-ключ для доступа к полному функционалу банк-клиента и всей базе данных. Юля в спешке забыла ее вытащить из компьютера. Это было грубейшее нарушение безопасности. В любой нормальной компании за такое увольняли в ту же секунду. Но здесь... Аня перевела взгляд на свой монитор. Ей нужно было занести очередную партию накладных. Но профессиональное любопытство, то самое, которое сделало ее топ-менеджером в прошлом, вдруг кольнуло ее под ребро. «Аня, ты же логист», — прошептал внутренний голос. «Ты знаешь цены на перевозки лучше, чем таблицы умножения. Посмотри, что они там возят через это ИП Сухарева». Она открыла общую базу. Благодаря забытому ключу у нее был доступ администратора. Аня начала просматривать цепочки сделок, ее пальцы порхали по клавиатуре, открывая акты выполненных работ, счета фактуры и путевые листы. Сначала она нахмурилась, потом протерла очки, не веря своим глазам. «Быть того не может», — прошептала она. Схема была примитивной, наглой и самоубийственной для компании. Фирма закупала стройматериалы, но вместо прямой продажи клиенту товар по документам проходил через прокладку ИП Сухарева КВ, якобы за транспортно-экспедиционные услуги и консультации. Аня открыла одну из последних сделок – доставка арматуры на объект в Подмосковье. Реальная стоимость фуры на рынке – 15 тысяч рублей. По документам, которые провела Юля через ИП жены директора, фирма заплатила 85 тысяч. Аня начала копать глубже. Она поднимала архивы за полгода. Кирпич, бетон, утеплитель. Везде одно и то же. Огромные, ничем не обоснованные накрутки за логистику, которой по факту занимались наемные водители за копейки. Но самое интересное было не в воровстве. Жена воровала у мужа, это банально. Интрига скрывалась в другом. Аня сопоставила даты. Именно полгода назад у компании начался резкий отток клиентов. Менеджеры в соседнем отделе рвали на себя волосы, не понимая, почему старые заказчики уходят. «У нас дорого!» — кричали они на планерках. «Рынок просел», — оправдывался директор. Аня теперь видела истинную причину. Рынок не просел, просто аппетиты Кристины и лень Юли сделали цены компании неконкурентными. Чтобы покрыть расходы на шикарную жизнь жены директора, фирма завышала конечную цену для покупателя. ИП Сухарева высасывала из бизнеса все оборотные средства, как огромный паразит. Аня замерла. Она нашла папку под названием «Архив не трогать». Внутри были сканы договоров с поставщиками. И тут ее ждал настоящий шок. Среди поставщиков числился завод, с директором которого Аня была лично знакома еще в Гранд-снабжении. Она знала, что этот завод дает огромные скидки за объем, но в документах «Строймига» закупочные цены стояли розничные. Где разница?
Где оптовая скидка, которая должна составлять миллионы рублей в месяц? Аня открыла детализацию личного счета Юлии и увидела регулярные поступления от странных ООО-однодневок. Картинка сложилась. Пазл сошелся с громким щелчком. Эти две курицы не просто глупые сплетницы. Они термиты, которые с двух сторон сжирают деревянный дом, в котором сидят. Кристина, жена, в открытую доит мужа через завышенную логистику, думая, что это бизнес. А Юля, бухгалтер, пользуясь тупостью подруги и слепотой директора, крадет скрытую маржу от поставщиков, кладя разницу себе в карман через откаты. Они думали, Аня — серая мышь, которая ничего не понимает. Они забыли, что посадили в бухгалтерию акулу, которая 15 лет плавала в этом океане и чует кровь за версту. В коридоре послушался стук каблуков и пьяный смех. Они вернулись. Аня одним движением выдернула свою флешку, на которую успела скопировать все — черную бухгалтерию, реальные прайсы поставщиков и липовые акты Кристины. Дверь распахнулась. «Ой, девочки, я так наелась!» — Кристина плюхнулась на диван. «А ты чё сидишь, глаза пучишь?» — гаркнула она на Аню. «Работай давай, дармоедка!» Аня медленно повернула голову. В ее взгляде что-то изменилось. Там больше не было страха или усталости. Там был холодный расчет игрока, у которого на руках оказался Royal Flash. «Работаю, Кристина Витальевна», — спокойно ответила Аня, и уголок ее губ дрогнул в едва заметной улыбке. «Свожу баланс. Он у вас очень интересный». В этот момент она уже знала, что ипотека скоро перестанет быть проблемой, но просто пойти к директору было бы слишком просто. Аня придумала план получше. Ей нужно было не просто разоблачить их, а вернуть себе свое имя и статус. Игра началась. Понедельник начался не с кофе. Директор, взмыленный и красный, созвал экстренное совещание. Дела шли хуже некуда. Кассовый разрыв, поставщики грозили судом, денег на зарплату не было. В переговорной сидели все ключевые фигуры. Юля с кислым лицом, последствия бурных выходных, лениво чертила что-то в блокноте. Кристина, сверкая новым кольцом, купленным на украденные у мужа деньги, демонстративно пилила ногти, всем видом показывая, что проблемы холопов ее не касаются. «Я не понимаю», — орал директор, стуча кулаком по столу. «Мы продаем, обороты есть. Где деньги, Юля? Почему на счетах ноль?» Юля закатила глаза, привычно включая дурочку. «Виктор Петрович, ну я же вам говорила, рынок мертвый, маржа упала, налоги сожрали все, плюс аренда. Мы в ноль работаем, это сейчас у всех так». Кристина поддакнула. «Витя, не ори, ты просто не умеешь вести бизнес. Дай мне еще 100 тысяч на рекламу, и все пойдет». Директор схватился за голову. Он выглядел загнанным зверем. И тут со своего места в углу поднялась Аня. Медленно, спокойно, в полной тишине она подошла к столу директора и положила перед ним толстую папку. Звук удара бумаги о дерево прозвучал как выстрел. «Денег нет не из-за рынка, Виктор Петрович. Денег нет, потому что вас грабят, цинично и ежедневно». Юля дернулась, как от удара током. «Ты что несешь, овца? Виктор Петрович, увольте эту идиотку!» «Молчать!» — рявкнул директор, глядя на Аню. «Продолжай!» Аня открыла папку. Страница 1. Закупки. Аня ткнула пальцем в график. Юля утверждает, что завод «Бетонпром» отменил скидки. Ложь. Вот официальный прайс-лист завода для дилеров, который я запросила сегодня утром лично у коммерческого директора. Скидка 20% действует. Она перевернула лист. А вот выписка по счетам фирмы прокладки «Вектор», куда эта скидка уходит в виде разницы. А оттуда на личную карту Юлии Андреевны. Ежемесячно, по 300 тысяч рублей. За год она украла у вас почти 4 миллиона. Юля побелела. Карандаш в ее руке хрустнул и сломался. Она открыла рот, чтобы возразить, но звука не было. «Это фотошоп», — прохрипела она, сползая по стулу. «Я еще не закончила». Аня даже не посмотрела на нее. Она повернулась к Кристине. Та перестала пилить ногти и смотрела на Аню с испугом.
А теперь ваша супруга, Виктор Петрович, или, как мы ее знаем, И.П. Сухарева. Аня выложила на стол стопку путевых листов. Вот рыночная цена доставки фуры — 15 тысяч. А вот счета от вашей жены — 85 тысяч. На каждой машине фирма теряла 70 тысяч рублей чистой прибыли. За полгода услуг вашей жены компания потеряла 6 миллионов. В комнате повисла гробовая тишина. Было слышно, как гудит кулер в углу. Директор медленно переводил взгляд с жены на главного бухгалтера. Его лицо из красного становилось багровым. Но самое смешное не в этом. Аня нанесла финальный удар. Юля воровала даже у своей подруги. «Кристина, посмотри на страницу 5. Юля проводила через твое ИП не все деньги. Часть она списывала на другое юрлицо, подделывая твою подпись. Она и тебя кидала, бизнес-леди». Кристина вскочила, опрокинув стул. Она набросилась на Юлю. «Ты что, тварь? Ты крысила у меня? Я же тебе доверяла. Мы же подруги». «Да пошла ты», — огрызнулась Юля, но в ее глазах был животный ужас. «Хватит!» — рев директора заставил задрожать стекла. Он встал. Грузный, тяжелый, страшный в своем гневе. «Вон», — тихо сказал он жене. «Домой. Вещи собрать, чтобы духу твоего не было. Развод оформлю завтра. Карты заблокированы. Вали отсюда». Кристина, рыдая и размазывая тушь, выбежала из кабинета. Ее бизнес рухнул за секунду. Директор повернулся к Юле. Та вжалась в кресло, превратившись в мокрое место. Весь ее гонор, все ее высокомерие исчезло. Перед ними сидела жалкая, проворовавшаяся тетка. «Виктор Петрович, Витенька», — заскулила она, сползая со стула буквально на колени, пытаясь схватить его за руку. «У меня дети, я все верну, не сажайте». Она реально ползала. Та самая звезда, которая вчера не замечала Аню, теперь унижалась, размазывая сопли по ковролину. «Анна». Директор повернулся к Ане, игнорируя вопли бухгалтера у своих ног. «Вызывай полицию. И аудиторов. Пусть оформляют по полной. Хищение в особо крупных». «Нет, не надо полицию», — завыла Юля, хватаясь за брюки директора. «Я квартиру продам. Я все отдам. Пожалуйста». Аня смотрела на это сверху вниз. Спокойно, без злорадства. «Виктор Петрович», — сказала Аня, — «полиция — это долго. Суды и аресты счетов. Фирма встанет. Пусть она пишет явку с повинной, переписывает на компанию свою машину и квартиру в счет долга и увольняется по статье. Прямо сейчас». Директор посмотрел на Аню с уважением. Впервые за все время. Он увидел перед собой не помощницу бухгалтера, а равного партнера, железную леди. «Делай, как она сказала», — бросил он Юле и брезгливо отдернул ногу. «У тебя час. Потом звоню в АБЭП». Когда Юля трясущимися руками подписывала дарственную на имущество и заявление об увольнении, она ни разу не подняла глаз. Аня стояла рядом и контролировала каждую букву. «Я же тебе говорила, Юля», — тихо сказала Аня, когда все было кончено. «Я спрашивала про проводки. Надо было просто помочь. А теперь дверь там». Вечером директор вызвал Аню к себе. Он налил ей дорогого коньяка. «Анна Сергеевна». Он посмотрел в ее личное дело. «Я идиот, признаю. Ты спасла мой бизнес. Занимай кабинет Юли. Ты теперь главный бухгалтер. Зарплату назови сама». Аня улыбнулась. Она сделала глоток коньяка. «Нет, Виктор Петрович, бухгалтерия — это скучно. Я возвращаюсь в логистику, но на моих условиях. Я стану вашим коммерческим директором. Мы уберем посредников, вернем старых клиентов, я знаю как. А бухгалтера я найму сама, того, кто умеет работать, а не языком чесать». Директор протянул руку. Договорились. Через месяц ипотека была закрыта. Прошло полгода. За окном бушевал февраль, заметая грязным снегом улицы города. Но в новом кабинете коммерческого директора компании «Строймик» было тепло, пахло дорогим кофе и свежими цветами. Аня сидела в кресле из натуральной кожи. Компания под ее руководством расцвела. Они вернули склады, наладили логистику и снова стали работать с крупными застройщиками. Аня собрала новую команду, которых она учила сама. Секретарь Леночка, вежливая и расторопная, полная противоположность бывшим обитателям этого офиса, тихо постучала в дверь.
«Анна Сергеевна, к вам тут по личному вопросу. Я говорила, что у вас совещание, но женщина настаивает. Говорит, вы ее знаете. Юля». Аня на секунду замерла. Уголок губ дрогнул. «Пусть войдет». Дверь открылась, и в кабинет вошло существо, в котором с трудом можно было узнать бывшую императрицу бухгалтерии. Юля постарела лет на 10. Дешевый пуховик, стоптанные сапоги, тусклые волосы, собранные в неопрятный хвост. От былого лоска не осталось и следа. Она остановилась у порога, не решаясь пройти по мягкому ковру. Ее бегающие глазки с завистью и страхом осматривали кабинет, который когда-то мог бы стать ее, если бы не жадность. «Здравствуй, Аня. Анна Сергеевна», — голос Юли дрожал. Аня даже не предложила ей присесть. Юля теребила ручку старой сумки. «Ань, я работу ищу, нигде не берут. С той записью в трудовой и характеристикой от Виктора меня даже кассиром в 5 не взяли, служба безопасности не пропускает. Я уже 3 месяца за квартиру не платила, меня выселяют». Она шмыгнула носом. «Возьми меня хоть кем, хоть на первичку, хоть бумажки перебирать. Я же знаю программу, я быстро все сделаю. Я буду тише воды, Ань. Пожалуйста, мне детей кормить нечем». Аня смотрела на нее и вспоминала. Вспоминала, как спрашивала у нее про проводки, а та смеялась в трубку. Вспоминала, как ела сухой бутерброд, пока Юля заказывала ресторанную еду. Вспоминала свое унижение. «На первичку?» — переспросила Аня ледяным тоном. «Зачем мне ты?» «Я отработаю. Я буду ночевать здесь». Юля сделала шаг вперед. Ее глаза наполнились слезами. «Прости меня, дуру. Я же не со зла тогда». Аня открыла папку на столе, достала лист бумаги и ручку. Юля с надеждой подалась вперед. «Напиши адрес», — сказала Аня. «Адрес?» — обрадовалась Юля. «Склада? Офиса? Куда выходить?» «Нет. Адрес благотворительной столовой на улице Ленина. Там бесплатно кормят супом с 12 до 14. Улыбка сползла с лица Юли. «Ты серьезно?» — прошептала она. «Я к тебе по-человечески». «По-человечески?» — Аня встала. «Когда я просила помощи, ты сказала, сама разбирайся. Вот и разбирайся, Юля, сама. В нашем бизнесе репутация стоит дороже денег. Свою ты продала за 300 тысяч в месяц. Выход там же, где и был». Юля вышла, сгорбившись, словно побитая собака. Но день визитов на этом не закончился. Вечером, когда Аня выходила из офисного центра и шла к своему новенькому кроссоверу, из тени выскочила женская фигура в яркой, но уже вышедшей из моды шубе. «Аня, постой!» Кристина, бывшая жена директора, преградила ей путь. Она выглядела как карикатура на саму себя. Яркий макияж пытался скрыть следы дешевого алкоголя и бессонных ночей. Без денег мужа, без ИП Сухарева, она быстро скатилась на дно. Подруги, с которыми она смеялась над Аней, исчезли, как только у Кристины кончились деньги на шампанское. «Мне нужно поговорить с Витей», — выпалила Кристина, хватая Аню за рукав пальто. «Он трубку не берет. Скажи ему, я люблю его, я все осознала. Пусть вернет меня, я на все согласна». Аня брезгливо отстранилась, стряхивая ее руку. «Кристина, Виктор Петрович женится через месяц на нормальной женщине, враче. Она его любит, а не его кошелек». Это ты его настроила, ты, серая мышь. Ты нам завидовала, ты разрушила мою семью, если бы ты не влезла в мои документы». «Если бы я не влезла, ты бы его по миру пустила», — спокойно оборвала ее Аня. «Ты не бизнес-леди, Кристина, ты просто воровка на доверии. А теперь отойди от моей машины, или я вызову охрану, и тебя оформят за хулиганство». Кристина зашипела от бессильной злобы, но отошла. Она стояла в грязном снегу и смотрела, как Аня садится в теплый, дорогой автомобиль. Аня завела мотор. В свете фар она увидела их обеих. Одна брела с опущенной головой в сторону метро, другая стояла на ветру, никому не нужная и забытая. Две королевы, которые думали, что поймали Бога за бороду. Теперь они ползали. Аня включила музыку, нажала на газ и уехала в свою новую, счастливую жизнь, которую построила своими руками
и своим умом. Урок был усвоен всеми. Каждому воздалось по заслугам.